Привет всем! Меня зовут Евгений, и вы снова на канале ТМ Женатан. В сегодняшнем видео я хочу рассказать вам о некоторых нюансах, которые могут у вас возникнуть при выполнении работ по стягиванию остова нашей деревянной бочки с помощью либо вот такого приспособления, каким я пользуюсь, либо любого другого. Кстати, кому интересно, как устроено приспособление для стягивания остова нашей деревянной бочки, заходите на канал, там уже есть видео, подписывайтесь, кто еще не подписался, и смотрите. Для того, чтобы стянуть остов нашей деревянной бочки, будь то дубовая или вот как это из шелковицы, нам нужно хорошенько разогреть и пропарить нашу клепку, чтобы она стала эластичной. Разогревать и пропаривать можно в любой емкости с кипятком. То есть мы опускаем наш остов, нашу бочечку в данную емкость, накрываем крышкой, и там древесина очень хорошо пропаривается в течение минут 7-10, и потом мы приступаем к стягиванию. Я использую способ немножко другой, то есть я разогреваю древесину на костре, потом окунаю ее в какую-нибудь емкость с водой. Основным недостатком данного способа является то, что маленькие бочонки еще можно окунать в какую-нибудь емкость, бочки побольше приходится поливать или из пластиковой бутылки, или используя какую-нибудь щетку с ведра с водой, но выход, как всегда, найдется. Сколько нам нужно греть нашу клепку перед стягиванием остова и во время стягивания? Я прогреваю, наверное, минут 5-7, окунаю в воду, потом опять ставлю на костер. И так повторяю эту процедуру, наверное, раза 2-3. Потом снимаю с костра, надеваю наше стяжное приспособление и начинаю потихоньку стягивать нашу бочечку. Тянуть, как говорится, нужно с чувством. То есть, если вы слышите, что бочка начинает пружинить, нам нужно опять ставить ее на костер, опять разогревать и опять мочить водой. То есть, тянуть, как говорится, с дуру я очень даже не рекомендую. Почему? Сейчас я вам покажу. При выполнении работы по стягиванию вот этой бочки из шелковицы оказалось, что данная древесина намного капризнее древесины дуба, и работать с ней намного сложнее. Ее нужно и дольше разогревать, хорошенько пропаривать. И все равно в конечном итоге у меня получилось несколько клепок, по-моему 3 или 4. У нас получились вот с такими вот поперечными трещинами. Вот, друзья, вы видите наша трещина. С этой стороны она поменьше. С этой стороны она намного глубже. Мне пришлось поменять, разобрать бочку заново, поменять 3 клепки, которые у нас получились с трещинами, и потом заново стягивать наш остов. В результате бочка, конечно, получилась, но времени было затрачено намного больше. Чем вызвано появление данных поперечных трещин? На то существует несколько причин. Во-первых, качество самой древесины. Друзья, вот у нас 2 клепки. Вот дуб, вот шелковица. Мы видим, что у нас волокна дуба расположены строго параллельно. У нас нет ни свелеватости, ни каких-то потайных сучков. И работать с такой древесиной одно удовольствие. Я не говорю, что дуб это панацея. Если наш дуб растет в лесу, качество клепки, качество древесины будет отличное. Примерно вот такое. Если же дуб растет на равнине, он имеет разложистую крону, много веток, много сучьев, и качество древесины будет намного хуже. И вот у нас клепка из шелковицы. Да, на вид вроде бы ничего, но направление волокон у нас волнообразные.
у нас спрятан вот здесь потайной сучок, вот тут потайной сучок, вот тут сбоку и вот тут. На вид вроде бы отличная клепочка, но на поверку оказывается, что данная клепка совсем не годится для использования для готового изделия. То есть с ее помощью очень трудно будет изготовить нормальную качественную бочку. Итак, первая причина появления поперечных трещин – это качество самой древесины. Причина номер 2 – это недостаточный прогрев и пропаривание нашей клепки перед стягиванием. Как я уже сказал, прогревать нужно раза 2-3, минут по 5, по 7. Обильно поливать водой или же окунать в какую-нибудь емкость с водой. В результате наша клепочка хорошо пропаривается, становится эластичной, гибкой и с легкостью принимает необходимую нам форму. Третья причина, по которой у нас образуются поперечные трещины в нашей клепке, это толщина самой клепки. И это касается в основном бочек маленького объема. Ну, наверное, литров до 6 включительно. С бочками большего объема, 8, 10 и больше, таких проблем не существует. Там поперечные трещины могут быть вызваны только качеством самой древесины или же нарушением технологии производства бондарных изделий. По ГОСТу 8777 толщина клепки для бочки объемом 5 литров должна быть 12 мм. Я же для своих бочек использую клепку толщиной 15-17 мм. То есть беру толщину клепки с запасом. С дубовым материалом никогда проблем не было. Хорошенько пропарил, стянул, и бочка получается крепкая и красивая. Но при использовании материала, допустим, с той же шелковицы, данный фокус не проходит. То есть получается, при стягивании древесины у нас внутренние слои нашей клепки сжимаются, наружные слои растягиваются. И в определенный момент предел текучести или растягивания нашей древесины заканчивается, и клепка начинает лопаться. Чтобы этого избежать, что нам нужно сделать? Ну, это клепочка из дуба, но сути дела это не меняет. Нам нужно посередине клепки сделать небольшое утоньшение. То есть, если наша клепка длиной 25 сантиметров, мы отступаем сантиметров по 7, по 8 с каждой стороны, и в этом месте делаем выборку толщиной, вот у нас толщина 12 мм. То есть по краям у нас толщина 16-17 мм, а в месте непосредственно изгиба нашей клепочки толщина, как и пишет ГОСТ, 12 мм. Что нам это дает? Нам это дает преимущество при сгибании клепки, то есть у нас клепочка в этом месте хорошо сгибается, а запас по торцам нам дает возможность, как сказать, перестраховки при обработке наших уторов. Ну, мало ли, рука дрогнула, фреза чуть-чуть вильнула, и у нас получилось какой-нибудь изъян. И вот этот запас в 3-4 мм нам и дает преимущество при обработке наших уторов. Как сделать такую выборку или такое утоньшение? Тоже существует несколько способов. Друзья, способ номер 1. Мы берем нашу клепочку, отмечаем необходимые места, где нам надо сделать выборочку. Допустим, возьмем по 7 сантиметров. Делаем обычной ножовкой пропилы глубиной 3-4 мм. Можно сделать немножко с наклоном. С одной стороны и с другой стороны. Кстати, данным способом я делал свою первую бочку. Вот, я сделал 2 пропила. Теперь с помощью топора, ножа мы состругиваем данный
элемент нашей клепки. И в конечном итоге мы получим вот такую вот клепочку. Способ старый, дедовский. Не скажу, чтобы легкий, очень трудозатратный, но он имеет право на существование, и у кого нет фрезера, тот может его использовать. Нужно работать с большой аккуратностью, чтобы не состругать лишнее. Вот. Можно потом подправить ножом. Вот в результате мы получаем то самое утончение в середине нашей клепки. Есть еще один более легкий способ выполнения данной работы. То есть получения утончения посередине нашей клепки. А именно, мы берем нашу клепочку, закрепляем ее с помощью вот таких вот двух струбцин на краю нашего рабочего стола. Клепочка надежно закреплена. Мы берем фрезер и с помощью вот такой вот фрезы для выборки четверти я сниму необходимые нам 3-4 мм посередине клепки. Вот таким способом мы получаем быстро и просто утончение, которое нам необходимо посередине нашей клепки. Если я вот возьму штангель, померяю, значит толщина клепки у нас начальная 17 мм, вместе утончения 12,5 мм. То есть то, что нам нужно. В результате напряжение по наружу нашей клепки намного уменьшается. И я думаю, что гарантированно никаких трещин у нас не будет. Это второй способ получения необходимой толщины 12 мм посередине нашей клепки. И как результат предупреждения появления поперечных трещин. Друзья, есть еще один способ быстрого получения утончения нашей клепки до необходимых нам размеров. Это использование не ручного фрезера, а использование стационарного фрезера, который вмонтирован в наш рабочий стол. Стационарный фрезер тоже вмонтирован в мой рабочий стол, аналогично тому фрезеру, каким я снимаю фаски на днищах. В качестве привода на данный фрезер будет использован такой же электродвигатель от машинки автомат стиральной. Тут уже сделан новый шкив, напрессован на вал. И с помощью такого приспособления можно будет с легкостью получать утончение нашей клепки. То есть наша задача только взять клепочку и аккуратно вырезать необходимую нам ширину. Друзья, мне не терпелось запустить в работу данный настольный фрезер, поэтому я установил двигатель, подключил его и уже провел испытания. В результате работы на данном устройстве я аналогично получаю необходимую толщину посередине нашей клепки для маленьких бочек, но результат я получаю намного быстрее. Вот такой результат получается при использовании данного устройства. Ну и напоследок, друзья, после стягивания нашей бочки, чтобы в будущем избежать появления поперечных трещин, нам необходимо хорошенько закалить наш остов. Что для этого нужно?
Мы опять ставим нашу бочечку на наш костер, хорошенько прогреваем и снова окунаем ее в наши емкости с водой. И так повторяем 2-3 раза, попутно делая какой нам нужно обжиг в нашей бочке. Закалка нашей бочки нужна для того, чтобы наша клепочка не меняла свою форму, которую она примет после прогрева и стягивания, даже в случае, когда мы разберем нашу бочку. То есть она останется в изогнутом состоянии. Друзья, кому понравилось видео, ставьте лайки, делитесь видео с друзьями, берите на вооружение мои идеи и наработки и подписывайтесь на канал. До новых встреч!